Всем привет! Начинаем второй выпуск. Вы могли подумать, что второго выпуска не будет, потому что это была максимально спонтанная история. Но вот она я, и вот этот второй выпуск. Хочу заметить, что названия у этого всего до сих пор нет. Буду называть его рабочим названием «Кое-что с Ярой», потому что так мне предложила подруга, подразумевая, что в идеале заменить кое-что на, например, новости искусства или еще чего-то. Но мне нравится история с «Кое-что с Ярой», поэтому будет «Кое-что с Ярой» как рабочее название. Если вы заметили, я немножко поменяла антураж, так сказать, расту. Переходим к новостям. Первая история, которую я хочу рассказать в этот раз, это такая история наоборот с тем, что происходило в прошлом выпуске, а именно это раскрытие международной сети фальсификаторов произведений искусства. И преступники попытались продать коллекционерам подделки работ Рембрандта, Пикассо, причем у Пикассо это был портрет Доры Maar. Главарь этой банды, 77-летний уроженец Баварии. Хочу заметить, что так в 77 лет нужно уметь жить, мне кажется. Ну, суть, в общем, в том, что он пытался продать за 150 миллионов долларов а, э, картину Рембрандта «Синдики», которая на самом деле находится в Рейксмузее. Рейксмузей – это один из основных, я бы сказала, основной музей Амстердама, такой же, как, например, Эрмитаж для Санкт-Петербурга и России в целом. Этот выпуск немножко такой, под эгидой песни из мультфильма «Аладдин. Арабская ночь». Извините за это сравнение, но в общем, что хотела рассказать. В Дубае будет построен Дубайский музей искусства. Его будет строить очень известный японский архитектор Тадао Андо. И немножко хочется про него поговорить побольше, потому что это вообще один из выдающихся архитекторов, который ныне живет. И с ним связано очень много интересных историй. Он, понятно, в кругах элит находится. И, например, вилла, которую он строил для Тома Форда, ушла за 48 миллионов долларов. Такую же виллу, ну, больше, он построил для Бейонсе и Джей-Зи. Та стоила 190 миллионов долларов. И он попал в неприятную историю, угадайте с кем? С Канье. С Канье Уэстом. Если есть какая-то неприятная история, Канье Уэст обязательно где-то поблизости. Так вот, Канье Уэст, он не просто как-то бездумно вандальствует, он выкупил виллу и хотел ее перестроить, сделав из этого такой дополнительный акт искусства. Вообще, да, действительно, дома известных архитекторов периодически перестраивают, это большой скандал. Так произошло с виллой Фрэнка Ллойда Райта. Это вообще такая грустная история. Кому-то от этого весело, но явно не Канье, потому что в итоге эта вилла упала в цене на 10 миллионов долларов. Так вот, архитектор Тадао Андо, он, как и большинство японских архитекторов, занимается такой архитектурой современной, минималистичной, максимально вписанной в природу. И для Дубайского музея искусства он также будет строить такой, я бы сказала, что вижу здесь движение волны, знаете, вот этот заворот волн. Но посмотрим, что из этого получится в финале. И также хочется сказать, что вообще вот этот Дубайский музей искусств – это что-то беспрецедентное, потому что мало того, что, да, его сработали, все истории, все дела, что вот он будет в таком красивом здании, что, в принципе, для Дубая нормально, но еще интересно посмотреть на современное искусство, находящееся в арабских странах, потому что очевидно, что никакого искусства по тематике, там, не знаю, нетрадиционной ориентации или, может быть, какой-то запрещенной любви и еще так далее, здесь не будет. И это вообще в целом, мне кажется, очень интересный эксперимент, посмотреть, что вообще это современное искусство, к чему оно может прийти, если нет вот этих одних, я бы сказала, из основных тем поездки. Следующая новость также связана с такой личностью, не Канье Уэстом.
но очень близкой к эпатажности Канье личностью скульптора Эрнста Неизвестного. Значит, он родился в 1925 году и, кстати, умер вообще не так давно, в 2016 году. И бренд «Антихрупкость», кстати, это тоже уральский проект, сам скульптор был из Екатеринбурга. Значит, бренд «Антихрупкость» выпустил к его столетию дизайн фарфора с надписями художника. И что я бы хотела сказать, что мне кажется, это классная история для того, что если вы хотите окунуться как-то и приблизиться к искусству, но не хотите за это платить безумные деньги, то вот такой вариант, это, по сути, тарелки за 2-4 тысячи рублей, в принципе, мне кажется, будет здорово, если к вам придут гости, и вы расскажете историю о том, что да, это вот коллаборация, она вот сделана к столетию художника. Что на этом фарфоре изображено? В основном едкие фразы от скульптора. Но самая моя любимая тарелка – это, конечно, кто вам сказал, что вы разбираетесь в искусстве. Дело все в том, что в целом карьеру скульптор начал еще при Сталине, он выиграл разные награды, творил такую классическую историю. И в моменте, когда пришел Хрущев как-то раз пришел на выставку и раскритиковал художников современных. И как раз скульптор Эрнст Неизвестный ему парировал. И сказал он именно эту фразу, которую бренд «Антихрупкость» изображают на тарелке. Это очень прикольная история. Так вот, если вам недостаточно угара, то именно Эрнст Неизвестный сделал надгробный памятник для Хрущева. И на Новодевичьем кладбище вы его можете посмотреть. Немножечко про музыку. Короче, честно скажу, я в музыке полный ноль. С удовольствием ее слушаю. Я имею в виду классическую. Иногда хожу в филармонии, если мне повезет. Чаще смотрю балеты и оперы, и слушаю симфонический оркестр. И всегда настроение у меня от этого поднимается. И вообще это доказанный факт, что наше физическое и психологическое здоровье, оно улучшается, если мы слушаем классическую музыку. Так вот, теперь в Канаде будут выписывать рецепты на концерты классической музыки. Мне кажется, это классная инициатива, и я буду безумно счастлива, если эта инициатива перейдет и к нам. В конце года музей «Гараж» и модный дом Ушатава, мне кажется, это один из самых популярных сейчас брендов в России, начнут совместный исследовательский проект, связанный с историей униформы. И, собственно, это все будет на основе как раз огромного архива музея «Гаража». Посмотрим, что из этого получится. Я надеюсь, что результаты исследования вытекут во что-то интересное, в какой-то классный проект. Наверное, это самая главная новость этого выпуска. После 20 лет и безумного количества денег, которые были потрачены, наконец-то открылся Большой египетский музей. Как человек, который вырос на мультфильмах о Тутанхамоне, я просто не могу обойти это огромное событие стороной. И хочу сказать, что я в Каире и в Гизе, в частности, была не так давно, 2 года назад. Нам этот музей показывали издалека. Он, конечно, производил великолепное впечатление. Грандиозный музей, 500 тысяч квадратных метров. Это один из, наверное, самый крупный археологический музей в мире. В нем полная коллекция сокровищ гробницы фараона Тутанхамона. Значит, они реконструировали солнечную ладью Хеопса, и там же, возможно, вы уже видели, мне кажется, это самая такая главная сейчас фотография, это 11-метровая статуя Рамзеса II и еще куча других экспонатов. С одной стороны, потрясающая новость, безумно хочу, уже планирую в своей голове поездку туда, с другой стороны, та атмосфера, безалаберная совершенно, атмосфера бардака в Каирском музее, она по-своему гениальной и потрясающей. И я надеюсь, что большинству из вас удалось ее испытать. Потому что я боюсь, что, к сожалению, Каирский музей исторический в скором времени закроется на реконструкцию, либо большую часть экспонатов перенесут туда. В связи с этой новостью связана еще одна новость, такая больше мемная.
Но мне очень понравилась эта история о том, как какие-то министры, я так думаю, что это министры культуры, значит, министр культуры, будем говорить, министр культуры Дании подарил Лего, как вы знаете, Лего это символ, Лего пирамид министру культуры Египта. И у человека просто великолепное счастье на лице. Мне кажется, такое только у моего брата может быть, если ему подарить какой-то 5-метровый корабль из Лего. Классная история про египетский музей. Также хочу отметить, что там большое количество всяких интерактивных штук будет в музее, для детей будет супер, поэтому если вы планируете отдых в Египте, то обязательно загляните в это замечательное новое пространство. Новости из Парижа, а именно из района Маре, где находится безумное количество галерей на 1 квадратный сантиметр. И, значит, датско-норвежский дуэт Эльмгрен и Драксет сделали потрясающую, на мой взгляд, просто невероятно интересную инсталляцию, которую просто не мог не пройти никто. Если вы проходили рядом, мы проходили там дважды, вы всегда видели толпу. Значит, что изображено было на этой инсталляции? Она закрылась 31 октября, но все еще, кстати, выставляется там просто закрыто такой сеткой. Короче, на выставке представлен реалистичный образ молодой девушки-куратора галереи, которая, собственно, занимается тем, что продает картины. Вообще, на мой взгляд, это просто такой ярчайший крик о том, как люди устали работать, устали думать о работе и безумно просто переутомляются. Кому-то в голову приходит открытая интерпретация того, что сотрудник, значит, искусства, по сути, это бездельник, который ничем не занимается. Ну, я такой версии слышала меньше, поэтому я надеюсь, что это все-таки позитивный такой образ сотрудника, который действительно много работал и просто устал. И ему нужны помощники, поэтому давайте нанимать в арт-институции больше людей. Классная история, очень привлекательная. Хочу сказать, что вот, как я уже ранее заметила, сейчас она уже перестала выставляться, и она находится под такой сеткой металлической. Мне кажется, на самом деле, что теперь это какой-то новый символ. Если вам тоже так кажется, пожалуйста, напишите, какой символ вы теперь видите в этой работе. Новость о кино, и она такая будет сложно сочиненная. Вообще хочется сказать, что все сейчас ждут «Очень странные дела», новый сезон. Мы не успели дойти в Primark в Лондоне, чтобы посмотреть коллаборацию по «Очень странным делам». Ну, ничего страшного, я не жду. Вот, но надеюсь, все равно будет классный сезон, все порадуются, может быть, я даже пересмотрю. Что произошло неприятного в новостях? Это, опять-таки, почему-то Netflix. История о Ведьмаке, который, собственно, вышел на прошлой неделе. И вышел он без Генри Кавилла. То, как фанаты были разочарованы в Генри Кавилле, как в главном персонаже, оказалось просто ничем по сравнению с тем, как мы все расстроены тем, что теперь его там нет. Честно скажу, менее подходящего актера на эту роль найти было, наверное, очень сложно. Но о чем я вообще хотела поговорить? Я хотела поговорить о новинке ноября, которая выйдет, по идее, на этой неделе, я надеюсь, возможно, в ближайшее время. Где-то вот в Санкт-Петербурге, в Москве, например, выходит раньше срока, и можно уже ее посмотреть. Так вот, очень много критиков сейчас рекомендуют фильм «Сущность», говоря о том, что это лучшая роль Бенедикта Камбербэтча. Я извиняюсь, когда кто-то говорит, что это лучшая роль Шерлока, ну, для меня это показатель. Нам нужно всем это посмотреть. О чем будет вообще сам фильм? Фильм рассказывает про талантливого овдовевшего аниматора, который остался с 2 сыновьями. Он не справляется с этой ситуацией. И, собственно, то
те персонажи, которые он анимирует, они оживают. Безумный какой-то трейлер, очень интересно, здорово, ждем. Скорее такой больше анонс. Есть множество, конечно же, каких-то источников, каких-то ресурсов, которые рассказывают об искусстве, и один из них – это Artsy. Ссылки все будут в описании, обращайтесь к ним. И это такой альманах молодых художников, и в этом году, вот сейчас, сегодня или вчера, они выпустили 10, такую статью из 10 художников, которые станут самыми, грубо говоря, интересными, подающими надеждами в ближайшем будущем. Поэтому, если вас интересует, как вообще узнавать о том, что значит, происходит в мире искусства, за кем следить, кого покупать, на кого подписаться в Инстаграме, то, пожалуйста, напишите об этом. Если захотите, если будет достаточно отклика, то я сделаю такой небольшой рейтинг в следующем выпуске. Да, следующий выпуск выйдет в понедельник в штатном режиме. В штатном режиме из 3 выпусков. Тем не менее, большое спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вам всем все понравилось. Вы поставите лайки, напишите комментарии. И обязательно просто сходите, посмотреть искусство в вашем городе, потому что это здорово, это нас наполняет. И пока, к сожалению, врачи не выписывают рецепт на это, а стоило бы.